Привет, друзья! В прошлом году я впервые познакомился с замечательным геолого-разведочным радиометром СРП-2 и отснял его обзор. И очень рекомендую вам его посмотреть. Прибор крайне занимательный и чрезвычайно ценный для коллекционера. И, конечно же, мне хотелось купить для коллекции еще один СРП-2. И вот внезапно я его приобрел. Однако не могу сказать, что покупка оказалась удачной. Продавец заверял, что прибор был исправным, хотя, насколько я знаю, на сегодняшний день практически не бывает такого, чтобы попался СРП-2 в рабочем состоянии. Конечно, по этой причине я заранее не настраивался стопроцентно получить исправный прибор, но надежда была и немалая. Ну, давайте посмотрим на мое приобретение. Ящик, в принципе, целый, хотя краска снаружи сильно облезла. Особой ржавчины, к счастью, нет, но косметическая реставрация все же необходима. Внутри все то, что было в комплекте. Это сам радиометр СРП-2, два комплекта головных телефонов, батарейка, ремень и не имеющий отношения к радиометру паспорт от контрольного источника ЦИНК-65. Тут, конечно, все было грязное, но я отмыл ящик, радиометр, чтобы хоть в руки можно было брать без страха. Пульт СРП-2 выглядит хорошо, ржавчины на нем в общем-то нет, однако тут явно заменен переменный резистор настройки платов ИО, поскольку нет ручки и утерян его колпачок. Также не хватает одного скрепляющего винта у корпуса и отсутствует одна из петелек для поясного ремня. Все это не представляет проблемы, это можно восстановить. Главное, что контрольный источник на месте, хотя он уже ничего сегодня не излучает и никакой функции не несет. Труба блока детектирования имеет сильные потертости краски, и, к сожалению, ее придется полностью перекрашивать. Но главное, что ручка в идеальном состоянии, не сломана, не потрескана. Кабель также выглядит отлично, несмотря на свой возраст. Резиновый набалдашник утерян, вместо него накручена тканевая изолента. Но торец в порядке, все герметично. Это тоже не проблема, набалдашник я напечатаю на принтере. Заглянем внутрь зонда. Детали все в хорошем состоянии, следов грубого вмешательства нет. Есть небольшая коррозия пружины селенового выпрямителя, но это не страшно, ток она все равно должна проводить нормально. Теперь я откручу блок фотоэлектронного умножителя и кристалла. ФЭО-35 выглядит нормально, цвет коричневый, то есть умножитель не разгерметизирован. Правда, на стекле есть царапины от вращения, однако на работу они влиять не должны. А вот кристалл из йодистого натрия, увы, испорчен. Он весь потрескался до дна и пожелтел, видимо, из-за разгерметизации. Очень жаль, потому что это родной кристалл, и сейчас такой уже не найти. Но теоретически он хоть как-то должен работать. Какие-то импульсы с него снять можно. Ну и царапины на стекле те же самые. Давайте теперь откроем пульт и посмотрим, что внутри. На первый взгляд все выглядит очень хорошо. Никаких следов коррозии и окислов нет. Даже батарейный отсек в идеальном состоянии, поэтому я подключу батарейку и мы попробуем включить радиометр. Включаю. Сразу услышан высокочастотный писк блокинг-генератора в блоке детектирования, но показаний на шкале нет. Если нажать ручку регулятора режима, то стрелка должна отклониться для настройки напряжения питания. Однако она ничего не показывает, хотя регулировка явно работает, так как при повороте ручки меняется звук блокинг-генератора. Ну и если подключить головной телефон, то никакого звука тоже нет. В общем, прибор ничего не показывает совсем, хотя высокое напряжение явно генерируется. На этом моменте я очень сильно расстроился, так как надеялся, что прибор заработает. Но, увы, и я полез внутрь искать проблему. Давайте возьмем схему и начнем с самого элементарного. Почему нет показаний при настройке режима питания? Вот микроамперметр, вот батарейка, вот кнопка режима. Ток идет через регулятор режима, далее на переключатель работ, который должен быть включен. Затем, если кнопка нажата, то через вот этот резистор
Ток поступает на микроамперметр, который должен показывать величину тока. То есть вся цепь настройки питания состоит из батарейки, микроамперметра, одного переменного и одного постоянного резистора. Сразу скажу, что первым делом я проверил переменный резистор. Он работает адекватно и нормально регулируется. И остается искать причину либо в кнопке, либо во втором резисторе. Но это как-то очень странно, я еще ни разу не сталкивался с неисправными резисторами. Кнопку, однако, я также проверил, она в полном порядке. И вот я стал искать резистор на плате, а его попросту нет. Я взял для сравнения несколько фотографий плат других SRP2 и с удивлением для себя стал обнаруживать все новые и новые детали, которые там есть, а у меня нет. И вот так нашел отсутствующий конденсатор, 6 резисторов и транзистор. И это уже не похоже на модификацию схемы, это похоже на то, что прибор до меня кто-то слегка раскусал. Но в этом есть странности. Во-первых, детали копеечные, и никакой целесообразности в их краже нет. Во-вторых, они выкушены так, что на первый взгляд практически незаметно, что детали здесь были. Ну, разве что от конденсатора остались явно видимые следы. А вот транзистор здесь спрятан под 3 конденсаторами, и его практически не видно. В общем, цель этого вандализма мне абсолютно непонятна. Может быть, прибор надоел, и его хотели списать. Это единственная адекватная версия. Кстати, если присмотреться, кое-где можно заметить царапины на плате. Поэтому теперь мне нужно будет купить подходящие детали и заняться восстановлением схемы. Заодно я еще почитал форум РХБЗ, и там все рекомендуют заменить электролитические конденсаторы. С чем я полностью согласен. Вот эти К50 столько не живут, буду менять и их. Хотя по-хорошему здесь нужно менять все конденсаторы, кроме вот этого КСО. В общем, у меня появилась надежда, что я смогу починить радиометр. Однако есть один нюанс. Дело в том, что я слабо разбираюсь в электронике. Ну, то есть, конечно же, я могу заменить все эти простейшие детали, когда ясно, что делать. Но вот как работает электронная схема, это я понимаю с большим трудом. И если проблема окажется более сложной, то я уже в своих силах не уверен. Ладно, у меня пока наступает пауза на неопределенное время, пока я раздобуду все детали, а потом продолжим. Ящик я тоже собирался реставрировать. Вот, наконец, дошли руки. Я его уже разобрал, подклеил отвалившиеся детали, также проклеил все углы, теперь все прочно держится. Краску я покупаю не абы какую, а с колировкой, чтобы цвет в точности совпадал с оригинальным. Дефекты я уже зашпаклевал, осталось теперь все прошлифовать и можно будет окрашивать. Работаю с помощью краскопульта, купил его специально для этих дел. Да, кстати, это алкидная эмаль. Она сохнет очень долго, но зато это самая прочная и надежная краска. Наношу обычно 2-3 слоя. Ну и после просыхания остается нанести маркировку с помощью трафаретов. Войлочные прокладки я перед покраской демонтировал, а теперь их нужно вернуть на место. По своему опыту скажу, что лучше всего их приклеить с помощью термоклея. Приклеивается очень быстро и главное, что прочно. Если прокладок не хватает, то можно купить дешевые войлочные стельки и сделать из них. Фурнитура тоже отчаянно нуждалась в реставрации, и в этот раз я решил покрыть детали никелем методом химического никелирования. Этим способом я воспользовался впервые, и результат меня привел в культурный шок. Получилось не просто хорошо, а великолепно. Покрытие гладкое, приятное на ощупь, красивого теплого оттенка и очень прочное. Жаль, что я нормально не заснял состояние, в котором была фурнитура, нашел только вот это фото. В общем, теперь все детали буду никелировать. Что делать с ручкой, я еще не решил, поэтому пока просто ее немного почистил. Может быть, кожу заменю, может быть, поищу донорскую ручку. Пока поставлю старую, а потом что-нибудь решу.
Но в любом случае старый ящик теперь отреставрирован, и мне очень нравится, как все получилось. Ну что ж, друзья, ко мне приехали детали, даже с запасом, и сейчас я буду их ставить. Все компоненты советские и максимально приближенные к оригинальным. Для начала надо будет починить настройку режима, там всего один резистор на 820 кОм. В некоторых местах паять очень неудобно. Так, я все припаял, батарейку подсоединил, прибор еще не включал, сейчас будет первое включение. Но я уверен, что он заработает, это просто 100%. Включаю. Нажимаю режим, да, работает. Питание регулируется, стрелка ожила, отлично. Ну, осталось починить все остальное, и тут уж либо получится, либо не получится. Что-то просто паять, а вот транзистор это какое-то мучение. В общем, все детали на месте. Я несколько раз проверил, чтобы все было правильно. Ну и надо включать. Пока не знаю, получилось или нет. Надеюсь, что заработает. Сейчас узнаем. Включаю. Да. Увы, чуда не произошло. Значит, будем искать дальше. По крайней мере, я все равно исправил явную проблему с отсутствием деталей. Но осталась еще какая-то скрытая, а может и не одна. Ладно, отрицательный результат это тоже результат. Праздник пока не случился, но работаем дальше. Итак, полез я проверять блок детектирования, все там посмотрел, поменял конденсатор, но ничего не изменилось. И в зонде явно проблем нет, потому что там по сути только высоковольтный преобразователь и один транзистор на выходе из ФЭО. И все это исправно. Напряжение генерируется правильное. И если подключить вольтметр и измерить напряжение на динодах, то мы увидим ровно 100 вольт, как и должно быть. Тогда я решил еще раз внимательно со всех сторон осмотреть плату пульта. Взял очки помощнее и вот что я там нашел. Сломанный резистор. Причем повредил его не я. Вот самая первая фото платы после вскрытия. И если посмотреть внимательно, резистор уже был сломан. Ни на что особо не надеясь, я его заменил, включил. И вот смотрите, что произошло. СРП-2 заработал. И звук тоже есть. Причем, обратите внимание, он правильно показывает фон. Порядка 15 микрорентген в час. А я никаких настроек вообще не трогал. Это режим быстро. Давайте включим режим медленно. Переключимся на диапазон 250. Работает. Теперь диапазон 1250. Тоже все в полном порядке. То есть получается, что радиометр я починил. И теперь осталось потихоньку довести его до максимально хорошего состояния. Если у вас имеется такой радиометр, как СРП-2, РПП-1, спутник, разведчик, то вы хорошо знакомы с малогабаритными переключателями МГП-4. Эта деталь настолько редкая, что я не нашел в интернете вообще ни единого упоминания такого типа переключателей, поэтому их нужно беречь.
И я имею положительный опыт обслуживания таких переключателей. Разбираются они очень просто. Нужно открутить 4 винта и с помощью отвертки аккуратно приподнять заднюю крышку. Поскольку этим переключателям уже не менее 50 лет, то очевидно, что посеребряные контакты давно окислились. Вот тут картина еще ничего, а у меня было такое, что переключатель из-за этого вообще не работал. Но окислы необходимо почистить. Сначала можно убрать грязь спиртом, затем я очищаю контакты ластиком и в конце еще раз спиртом. Также нужно почистить и 3 лепестка, которые находятся в другой половине переключателя. Перед сборкой я наношу тонкий слой густой силиконовой смазки. Переключатель будет работать мягче. Ну и остается все собрать в обратном порядке. После обслуживания переключатели работают плавно и хорошо. Такая процедура совершенно необходима, если переключение идет с затруднением или с посторонними звуками. Конкретно этот СРП проблем не вызывал. Но вот как-то у меня был спутник с сильным заеданием, а после смазки стал работать как новый. Я столкнулся с еще одной проблемой. При выключении прибора стрелка очень медленно возвращается на нулевую отметку. Вот видите, поначалу она идет нормально, но чем ближе к нулю, тем медленнее. На ноль она все равно встанет, но надо ждать. Все бы ничего, это можно пережить, но вот когда переключаешь диапазон на более высокий, то это уже мешает работе. А на другом моем СРП такой проблемы нет. И вот я долго пытался понять, как такое может быть. Очевидно, что медленно разряжается какой-то конденсатор, причем в близком к нулю состоянии заряда. Если посмотреть схему, то можно увидеть, что к микроамперметру постоянно подсоединен конденсатор 94 через резистор 97. Вот этот танталовый электролит на 30 микрофарад. И похоже, что проблема именно в нем. К несчастью, это самая труднодоступная деталь во всем радиометре, и чтобы его заменить, надо много всего отпаивать. Поэтому я сделаю это за кадром, и затем мы узнаем результат. Вот этот конденсатор, который я выпаял, а в радиометре теперь стоит новый. И давайте посмотрим, что изменилось. При включении стрелка выходит на показания значительно быстрее, чем было, а при выключении также быстро устанавливается на 0. Ну и при переключении диапазонов она реагирует очень оперативно. Значит, неисправность я определил верно, и теперь технически СРП-2 вполне исправен. А кроме того, я более-менее откалибровал измерительные диапазоны, и радиометром уже можно пользоваться по назначению. Но больше всего меня удивил кристалл. Я хоть и предполагал, что он будет работать на какую-то часть от своих номинальных возможностей, но сцинтиллятор вполне живой, я даже по звуку слышу нормальный поток импульсов. Интересно, получается, что сама схема СРП-2 очень и очень надежная. Вот судите сами, прошло уже более 50 лет, почти все конденсаторы сильно уплыли по параметрам, а прибор не просто работает, а показывает вполне достоверные данные. Если конденсаторы МБМ и БМ2 заменить на современные пленочные, он вообще станет вечным. Вернемся теперь к реставрации. Как вы уже могли заметить, колпачок регулятора усиления я давно напечатал. Но надо и сам потенциометр поменять. В числе купленных деталей был как раз нужный на 1,5 кОм, и сейчас я его заменю. Чтобы к нему подлезть, нужно снять батарейный отсек и шасси с деталями, а также держатель с регуляторами диапазонов. Я поменял переменный резистор, ручку для него напечатал на принтере, стрелку заполнил краской, ну и получилось вполне неплохо. Теперь надо привести в нормальный вид блок детектирования. Прежде всего я напечатал на принтере набалдашник из мягкого пластика.
Модель я сделал максимально приближенной к штатной. Удлинитель зонда придется перекрашивать полностью. Я хочу сохранить оригинальный бирюзовый цвет, поэтому возьму серебряную молотковую эмаль и подберу нужный оттенок с помощью колерной пасты. Вот такой цвет у меня получился, он практически один в один с оригинальным. Теперь нужно удалить старое покрытие, затем прогрунтовать и можно будет красить. Итак, к покраске я все подготовил и сейчас аккуратно кисточкой наношу эмаль. Вот в итоге получилась такая красота. Блок детектирования выглядит отлично, я очень доволен результатом. Ну что же, давайте я еще раз по традиции попугаю вас картинками с Авито. Вот таким SRP2 был до того, как попал ко мне в руки. Теперь радиометр находится в замечательном ящике, который я полностью привел в порядок. Открываем крышку. Перед нами предстает весь комплект этого прибора. SRP2 был мной отремонтирован и отреставрирован. Большинство работ я показал на видео, но за кадром остались и кое-какие мелочи. Например, я напечатал колпачок телефонного гнезда, очистил от окислов и отполировал пружины кабеля, подобрал винты для скрепления частей корпуса, сделал петельку для ремня, сам ремень еще раз покрасил в цвет хаки, ну может и еще что-то. Несколько месяцев назад я купил оригинальное руководство от SRP2, причем, что интересно, от прибора также 1972 года, и даже серийные номера у них близкие. Это руководство заметно переработано по сравнению с тем, что у меня было ранее. И тут есть самое ценное – монтажные схемы всех плат. Это мне очень помогло в ремонте. Интересно, что в этом руководстве исправили старые ошибки, но зато добавили новые. Предлагаю все-таки наконец посмотреть, как работает мой радиометр SRP2. Включаем на первом диапазоне до 50 микрорентген в час. В режиме быстро стрелка довольно сильно прыгает. И тут имеет смысл использовать режим медленно для более четких показаний. На шкале мы видим мощность излучения примерно 15 микрорентген в час. Перейдем теперь на второй поддиапазон 250 микрорентген в час. Здесь цена маленького деления 12,5 микрорентген в час. И мы видим, что стрелка чуть выходит за первое деление, что соответствует 15 микрорентгенам в час. Можно использовать какой-нибудь активный гамма-источник, например, DP63. Давайте создадим мощность дозы в 125 микрорентген в час. Это будет соответствовать середине шкалы второго поддиапазона. И если теперь переключиться на поддиапазон 1250, то стрелка должна установиться на единицу. Ну вот, примерно как-то так и есть. Мы можем взять какой-нибудь альтернативный прибор и для сравнения также определить фон. Как видите, показания радиометров довольно близкие. Надо заметить, что на первых двух поддиапазонах используются конденсаторы BM2. Это самые плохие из всех типов конденсаторов. Но и то мне удалось вполне приемлемо откалибровать радиометр. Я думаю, что если поставить качественные элементы, то и калибровка будет более точной. В интернете я не раз встречал критику SRP2, мол, плохой прибор, ненадежный и все такое.
И вот под одним из обзоров в Ютубе кто-то написал комментарий, от которого меня, что называется, бомбануло. И давайте я еще и здесь отвечу. Имхо прибор неудачный. Ну что значит неудачный? СРП-2 выпускался по крайней мере 15 лет без изменения схемы. Там менялись кое-какие детали, например, транзисторы взяли более современные. Кроме того, сократили несколько сдвоенных конденсаторов, поставив по одному более емкому, а других изменений не было. Приборов было сделано очень много, и, по-моему, это один из самых долгоживущих проектов радиометров. И в отличие от условных ДП-5, которые всю жизнь пролежали на складе, геологоразведочными приборами работали. Более того, до недавних пор радиометры СРП-2 даже проходили поверку в системе Аршин. Маленький кристалл. Маленький для чего? Это геолого-разведочный прибор для поиска урановых и ториевых месторождений. Задача прибора – быстро обнаруживать превышение гамма-фона. Он видит излучение даже от гранита. Задачу геологоразведки СРП-2 выполняет на ура. Больше кристалл просто не нужен. Батарейки внутри, что мешало тупо взять корпус от ДП-5. Так, давайте начнем с того, что СРП-2 появился в 1959 году, а ДП-5 в 1963. Но это еще ладно, проблема в том, что сцинтилляционные радиометры принципиально более прожорливы, чем приборы на газоразрядных счетчиках. Обработка каждого импульса – это трата электроэнергии. Поэтому здесь и используется увеличенный батарейный отсек под две параллельные 11-вольтовые батареи. И то даже такого мощного питания хватает на 60 часов работы, это не так уж много. От батареи КБ-1 он бы проработал в разы меньше. Идиотская шкала. Ну да, пределы измерений у нас 50, 250, 1250, а шкала от 0 до 10. Ладно, хоть на 3, 6, 7 делить в уме не надо. Здесь я отчасти соглашусь, но эту проблему в данном приборе можно решить только тройной шкалой. Не знаю, насколько это будет удобно. Но мне кажется, что привыкнуть к имеющейся шкале можно за пару часов работы, и потом это уже не будет доставлять неудобств. Шкала от 0 до 10 еще и в других радиометрах применялась, и никто из советских геологов не жужжал. Нет подсветки. Еще раз, прибор геолого-разведочный. А поиски по ночам, что ли, проводятся? То есть геолог ночью в полной темноте по горам должен лазить? В общем, полное непонимание назначения прибора. Есть и другие претензии, например, по поводу монтажа деталей. Многие из них хоть и на виду, но для замены фиг к ним подберешься. С этим спорить не буду, чинить СРП довольно муторно. Но в целом я считаю СРП-2 очень ремонтопригодным прибором. И даже сейчас можно относительно легко найти почти все необходимые детали. Единственное, чего нет, это переключатели и регулятор режима, но при сноровке их возможно починить. А вот что мне действительно не нравится, это дикий свист при работе. Увы, это самый шумный радиометр из всех, что я встречал. Ну что ж, друзья, благодарю всех за просмотр. Ссылку на обзор радиометра СРП-2 я оставлю в описании под видео. Посмотрите его, если не видели. Жду ваших комментариев и вопросов. Еще раз спасибо и до новых встреч.